Здравствуйте, друзья! Рада вас видеть снова на канале Греческой кухни. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом спанакопиты. В этом видео больше всего я хочу вам показать, как можно раскатать такое тонкое тесто без скалки, потому что начинка может быть любая. В тазик посыпать 600 грамм муки, добавить 1 чайную ложку соли, 2 столовые ложки растительного масла, у меня оливковое, и 300 мл воды. И замешиваем тесто. Здесь я хочу сказать, чтобы вы соблюдали соотношение воды и муки, чтобы тесто получилось так, как надо для питы. Чтобы тесто получилось эластичное, надо тесто замешивать от 5 минут и выше. Оставляем тесто, чтобы отдохнуло 30 минут. После 30 минут делим тесто на шарики. Каждый шарик будет и лист, который будем раскатывать без скалки. Делим тесто на 2 части, одну больше, другую меньше. Это, который побольше, она будет для нижнего слоя питы, и который поделим его на 5 шариков. С тестом, который поменьше, делим его на 4 шарики. Берем поднос и укутываем пищевой пленкой. Раскатываем каждый шарик на небольшие лепешечки. Эти лепешечки аккуратно выкладываем на поднос, но надо стараться, чтобы не прикасались друг к другу. Сперва на поднос выкладываю лепешечки, которые будут на верхней слой питы. Закрываю их пленкой и потом сверху ставлю остальные. Эти тоже закрываю пищевой пленкой и оставляю на 20 минут. Почему я это делаю? Потому что чем больше тесто отдыхает, тем оно эластичнее становится. А пока ждем, чтобы отдохнуло тесто, надо приготовить масло для смазывания. Надо растопить сливочный маргарин, добавить растительное масло и ставим опять на огонь. Добавляем муку и постоянно помешиваем. И эта смесь готова, когда мука начнет пузыриться. Когда увидим, что пузырьки стали больше, снимаем с огня и оставляем, чтобы остыло. Начинка может быть любая, но я сегодня решила приготовить со шпинатом и сыром фета. Это у меня замороженный шпинат с моего огорода. Я его сняла, чтобы он оттаял. Надо выжать, чтобы ушла лишняя вода. И режем на не очень мелкие кусочки. В начинку добавляю 2 столовые ложки греческого йогурта. Если у вас нету, возьмите густую сметану. Раскрошить сыр руками. Посолить, поперчить. Налить немного оливковое масло.
Добавить 3 яйца и размешать все хорошо. Начинка готова, тесто готово, начинаем делать питу. Возьмем одну лепешечку. Рабочее место смажем немножко маслом. Возьмем тесто и начинаем его тянуть на все стороны. Ставим его на рабочее место и слегка тянем его по кругу. Первый лист теста не обязательно сразу открывать его большим. А сверху будем добавлять еще лепешечки теста, и постепенно оно будет увеличиваться. Чтобы поставить второй кусок, надо смазать 1 столовой ложкой теста. Ставим второй и продолжаем по кругу тянуть тесто. Если вы внимательно посмотрите, сейчас я беру оба листа теста и вместе их растягиваю. Смазываем масло теста, опять же, и ставим уже следующий, третий лист. Также растягиваем этот кусок теста, ставим его на предыдущий и также по кругу растягиваем это тесто, и все вместе опять же можно растянуть. И продолжаем. Масло, тесто, масло, тесто. Не надо бояться приготовить это тесто. Главное к этому тесту придерживаться пропорциями, соотношения муки и воды. Замесить очень хорошо тесто, больше 5 минут. И дать тесту отдохнуть. Это тесто еще очень хорошо можно приготовить и поставить в морозильник, чтобы у вас всегда было готовое тесто для любого пирога. Можете вот так кругляшки эти приготовить с маслом. И возьмете вот как сейчас 5 листов теста, завернете их в пергаментную бумагу и можете хранить в холодильнике, в морозилке. Или можете даже приготовить готовую питу с начинкой и хранить в морозилке, чтобы когда понадобится или когда вы захотите покушать греческую питу, вы можете снять и приготовить. В тот день я приготовила 3 спанакопиты. Одно я испекла, и мы его поели, а остальные 2 я их с начинкой поставила в морозильник, чтобы в следующий раз снять и пожарить. Итак, я приготовила тесто из 5 лепешечек, сложила тесто и перевела на противень, который я уже смазала маслом, раскрыла, и сейчас добавляю начинку. Как я уже сказала, вы можете любую начинку добавить. Убираем в сторону и продолжаем открывать еще 4 лепешечки. Также таким же способом масло, растягиваем тесто, масло, растягиваем тесто и так далее. Еще хочу сказать, что не надо путать это тесто с тестом фило. Тесто фило, оно готовится без масла. Оно сухое. Как-нибудь я вам покажу. Недавно мне подсказали, как можно приготовить дома тесто фило.
Также складываем тесто и переводим его на противень с начинкой. Объединяем или закрепляем, если я правильно говорю, нижнее тесто и верхнее. Делаем надрезы, но аккуратно, чтобы нижнее тесто не порезать, только верхнее. Печь в духовке на 180 градусов 45 минут. Наша вкуснейшая пита готова. Вообще в Греции готовят питу как минимум 2 раза в неделю. Ее кушают и на завтрак, и на ужин. В школу берут дети, на работу берут люди. Приготовьте такую питу и удивляйте ваших друзей. Посмотрите, какие тонкие листы теста вы можете открыть. Без скалки. Если что-то непонятно, задавайте вопросы. Внизу в описании есть даже мой телефон, который вы можете всегда позвонить, но отвечаю только на звонки с WhatsApp. С вами была Мария из Греции. Целую, обнимаю крепко. До скорого. Пока.